Здравствуйте, все, кто меня смотрит и слушает. Хочу рассказать вам нашу историю, чтобы предостеречь владельцев пуделей от возможных ошибок и их последствий. Уверена, что эта информация сможет спасти жизни многих питомцев. 2 года назад я решила завести себе пушистого друга. После коротких переговоров с заводчиком мы с семьей поехали за собакой. Это был королевский пудель. Девочка в возрасте 2 месяцев. Щенков в помете было 8. 2 из них были девочки. Выбирать мне не пришлось, так как одна девочка якобы была зарезервирована. Когда мы зашли в квартиру, целая орава черных пушистиков бросилась к нам и прыгали, лезли на руки, играли, шумели. Только наша лежала в сторонке и не проявляла никакого интереса ни к кому. Возможно, это была черта ее характера, а возможно, это уже были первые звоночки нашей будущей проблемы. В любом случае, мы даже не подумали о том, что насколько могут быть опасны генетические заболевания, о которых, к сожалению, мы даже и не подозревали. Понятно, что опыт приходит с годами, но даже те, кто воспитал не одну собаку, не знали и не знают до сих пор об этой коварной болезни, которая может маскироваться под многие заболевания. Но обо всем по порядку. Щенка все же мы забрали. Нас не особо настораживала запись в метрике, что собака не подлежит разведению, так как разводить я и не собиралась. Естественно, я задала вопрос заводчику, что это значит, на что получила однозначный ответ. Все в порядке, собака здорова, просто вопрос с разведением надо будет решать с питомником, если он у вас возникнет. Много вопросов с продавцом всплывало позже. Они, конечно, решились, но, как говорится, из-под палки. Но суть не в этом. Просто лишний раз я убедилась в том, что нас всегда будут окружать непорядочные люди, для которых обмануть другого и нажиться на этом составляет главное в жизни. Ну да бог с ними. Моя Дейзи со мной, и это самое главное. Все случилось как-то неожиданно. Впрочем, как и многие недомогания у собак. 2-й день рождения моей собаки я запомню на всю жизнь. Это было 10 сентября 2022 года. У меня как раз гостила моя сестра. Она имеет большой опыт по воспитанию собак и очень помогала мне. И благодаря ей и стараниям врачей была сохранена жизнь Дейзи. Утром мы сходили на традиционную прогулку. Дейзи набегалась, и мы вернулись к завтраку. Кушать она отказалась. Была какая-то попытка поесть, но так как у нее это было не в первый раз, я не очень переживала. Вечером можно нагнать. Вечером был праздничный кекс, профессионально приготовленный моей сестрой. Был праздничный колпачок и поздравления с днем рождения. Но моя Дейзи скудно пожевала кекс, и на этом еда ее закончилась. Ночь она не спала. Все бродила по квартире. Иногда засыпала, но вставала снова. Утром поела слабо. Днем ее вырвало. Сделали слабый раствор марганцовки, шприцом попоили. Попозже появилась слабость. Вечером попила воды, и ее снова вырвало дважды. Лапки были какие-то холодные, появилась апатичность. Температура была при этом нормальная. Сон снова был плохой. Утром снова отказ от еды. Даже от любимого сыра. Позывы к рвоте. Пыталась накормить бульоном из индюшки, но бесполезно. Было принято решение срочно идти к ветеринару. Попали на прием быстро. Сдали биохимический анализ крови, анализ мочи, сделали УЗИ органов брюшной полости. Вечером были снова на приеме. Анализ крови и УЗИ должны были уже насторожить врача, если бы он знал, что пудели имеют генетическую склонность по своей породе к болезни Аддисона. Перед всеми этими проблемами Дейзи перенесла операцию по удалению жировика на спине. Это был стресс для ее организма. Следующий стресс – это была стерилизация. После стерилизации проблема за проблемой. Сначала пилоцистит, следом гастроэнтерит. И все это в течение нескольких месяцев. Уже позже, когда мы узнали об этой коварной болезни, стало понятно, что это были первые признаки начала ее прогрессирования. По показателям анализа крови, креатинин при верхней границе 130 был 184, мочевина при верхней границе 9,2 была 26, глюкоза упала, железо выше нормы,
Фосфор выше нормы. Печеночный показатель выше нормы. В электролитах показатели натрия ниже нижней границы, а калий выше верхней границы. По УЗИ сделали скудное заключение – гастрит. А это был эрозийный гастрит в острой стадии, причем он распространился не только на стенки желудка, но и под языком. По этим результатам было назначено лечение: антибиотик, энтерозоогель, альмагель, эспумизан от скопления газов, натрия хлорид по 300 мл подкожно. Приходить 5 дней на капельницы и диета. Капельницу начали 12 сентября. После второй капельницы собаке стало хуже. Упало давление и упала температура. Позвонили ветеринару. Он сказал срочно привезти к ним. Собаку пришлось уже нести на руках, потому что идти у нее не было сил. На третьей капельнице мы просидели 4 часа, но улучшений не было. Вечером врач ожидал нас снова. Сложно передать словами, какую боль пережила собака за эти дни и ночи. Но наступил вечер, и я поняла, что нужно срочно везти Дези в клинику, где есть стационар, иначе я ее потеряю. Ветеринар пытался что-то сделать, не поставив верного диагноза, и собака просто уходила из жизни. На очередную капельницу мы просто не смогли прийти, потому что Дези уже не стояла на ногах, даже не могла сходить в туалет. К тому моменту мы приехали в клинику. У нее уже были низкая температура, очень низкое давление, практически на критических заниженных показателях. Она не реагировала ни на какие манипуляции. Ей сделали УЗИ повторно, взяли анализы. Все показатели были нарушены. Даже опорожнения на столе были ею уже неконтролируемые. В таком состоянии, с болью в сердце и с надеждой, что в клинике ее спасут, мы оставили ее там. Я не буду описывать все эти 5 дней, проведенные Дези в стационаре. Скажу только, что на связи с врачами мы были постоянно, кроме ночей. Ей часто делали пробы крови на сахар. Ушки были все исцарапаны иглой. Сахар все время падал. Было подозрение на опухоль поджелудочной железы, карциному. На это и делали упор. Сделали гастроскопию, на которой был обнаружен эрозийный гастрит. Вся слизистая была густо покрыта очагами эрозии. По симптомам и показателям анализов моя дочь, не доктор, просмотрев интернет, сделала вывод, что все это очень похоже на болезнь Аддисона. Это врожденное, наследуемое заболевание эндокринной системы, сопровождающееся дефицитом гормонов коры надпочечников. Великий симулятор – так называют данную болезнь за ее способность маскироваться под другие болезни, более распространенные, что часто затрудняет постановку диагноза и начало своевременного правильного лечения. Чаще всего болеют собаки в возрасте до 1,5-2 лет. К данному заболеванию предрасположены пудели, вестхайленд-ваттерьеры, доги, ротвейлеры. Основные симптомы – это хроническая рвота и диарея, снижение массы тела, апатия, милена, абдоминальная боль, полиурия, полидипсия, гипогликемия, судороги, эпизодические спазмы мышц. Часто животные поступают в клинику уже в состоянии криза. К сожалению, эндокринолог забыл, как он потом сказал нам, что пудели подвержены такому заболеванию, и поэтому терялось драгоценное время. Мы настаивали, что у Дези именно эта болезнь, но спорить с профессионалами бесполезно. Врачи сказали, что сначала надо исключить онкологию, хотя опять же дочь утверждала, что симптомы больше в сторону именно Аддисона, и нужно делать специальный тест, чтобы подтвердить диагноз, что есть симптомы, которые не могут быть при онкологии, а вот при Аддисоне все симптомы сходились. Но Дези была в клинике, и врачи делали все, что могли и считали нужным. Мы не вправе с ними спорить. Каждый должен заниматься своим делом. 5 дней и ночей боролись за жизнь нашей девочки. Слезы радости, надежда на выздоровление сменялись слезами отчаяния. И так было не один раз. Врач звонит и говорит, что надежды нет, все плохо, похоже, что она умирает, что они ничего не смогут больше сделать. И через 2 часа он перезванивает и говорит, что Дези пыталась пройти по ступенькам. Она хотела жить.
Мы молились, чтобы она поправилась. Врачи боролись за ее жизнь. Переживали все друзья, знакомые. Все поддерживали нас и верили, что она справится. С Дейзи работала девочка, помощник ветеринара, кинолог. Выводила ее на улицу, играла с ней, кормила с руки маленькими порциями. Так хотелось быстрее увидеть ее, мою пушистую красавицу, обнять. Но мы боялись, что из-за сильного стресса при встрече все может ухудшиться. На 3-е сутки врач разрешил приехать, хотя мы очень переживали из-за этого. Слава Богу, что все это время моя сестра была со мной. Я очень ей благодарна. Не знаю, справилась ли бы я одна. Страшно подумать про это. Дейзи – геройская собака. Она молодец. Выдержала всю боль и справилась. К сожалению, это заболевание подсадило нас на прием гормонов пожизненно. Но главное, что мы справились. Я с ужасом и болью вспоминаю об этих тяжелых днях, как будто это было не с нами, не на самом деле. Был потерян вес, почти 5 килограмм. Лапки выбриты в местах, где ставили капельницы. Ушки все исцарапаны, потому что тесты на сахар делали очень часто. Вся такая потерянная, измученная. На нее нельзя было смотреть без боли. Но живая. Слава Богу, и огромное спасибо всем, кто помогал ей выжить, кто занимался своим делом. Все мы допускаем ошибки, но мне вернули друга. Выписались мы из стационара с весом меньше 12 килограмм. Нужна была диета на протяжении хотя бы месяца. Дейзи очень привередливая в еде. Она-то и здоровая ела плохо, а после стационара и вовсе отказывалась есть. Так называемая реабилитация проходила достаточно долго и тяжело. Приходилось кормить насильно. Варила свою еду на индюшином бульоне, разбивала блендером и кормила с ложки. Постепенно настроение возвращалось. Она стала более активная. Начала кушать сама. За 4 месяца вес вырос до 15 килограмм. Сейчас аппетит хороший. Я не знаю, какой процент надпочечников у Дейзи остался, но без таблеток мы уже не сможем жить. Врачи говорят и пишут, что собаки проживают такую же долгую жизнь, принимая гормоны. Но альдокорд, который мы принимали 4 месяца, купить невозможно. Перешли на кортинев. Также очень трудно купить. Аналогов нет. Лекарства для людей, поэтому нельзя купить в ветаптеке. И к тому же оно только по рецепту. Вот так и живем сейчас. Читала, что криз, который мы пережили, якобы больше не повторится. Но болезнь Аддисона неизлечима, к сожалению. Встречается очень редко у собак. Поэтому хочу предупредить всех, чьи питомцы находятся в группе риска. Будьте внимательны и не пропустите эти симптомы. Возможно, на ранней стадии можно было что-то сделать. Но мы, к сожалению, попали в самый криз, что привело нас к гибели большей части надпочечников. Поэтому обязательно нужно обратить внимание на такие симптомы, о которых я говорила, а особенно показатели анализов. В интернете можно найти более подробное описание этой болезни у собак. Спасибо, что слушали меня. Будьте всегда здоровы!